Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу реальную историю. Приятного просмотра. Возвращаясь с патруля по защите морской живности, экипаж патрульного судна «Морской Орел» не мог даже предположить, что им предстоит столкнуться с таким невероятным вызовом. Пока они медленно продвигались через воды Индийского океана, капитан судна заметил нечто необычное в воде. Вначале он подумал, что глаза его обманывают, но чем ближе подходили, тем яснее становилось — это слон. Слон был в явной беде, плывя далеко от берега, и казалось, что он не в состоянии самостоятельно выбраться из этой ситуации. Капитан немедленно приказал развернуть судно и поднять тревогу. На борту были вызваны водолазы и специалисты по защите дикой природы. Все силы были брошены на спасение этого несчастного животного. Когда морской орел подошел к слону, было видно, что течение сильное, и попытки подойти к нему были затруднены. Водолазы готовились к опасной миссии — спасению тонущего слона в открытом океане. Кроме того, необходимо было принять меры, чтобы не повредить их собственные жизни и при этом спасти животное. Было принято решение обвязать слона большими буйками, чтобы он мог держаться на поверхности воды. Это была опасная операция, но с каждым шагом к команде присоединялось все больше людей, включая водолазов и специалистов по защите дикой природы, готовых помочь. Вскоре слон был обвязан и готов к спасению. Он был напуган и изнурен, но его глаза выражали благодарность, когда команда начала тянуть его к берегу. Водолазы и специалисты по защите дикой природы работали вместе, чтобы обеспечить безопасное возвращение слона на сушу. Дорога к берегу была долгой и трудной, но благодаря усилиям всей команды и поддержке буйков слон наконец добрался до берега. Там его встретили восторженные толпы людей, готовые помочь ему восстановиться после этого ужасного опыта. Успешно завершена 12-часовая миссия по спасению слона, унесенного в море сильным течением, оставила в сердцах всех участников чувство гордости и радости. Этот случай показал, что если люди объединят свои усилия, они могут сделать действительно удивительные вещи, чтобы спасти жизни и защитить природу. После того, как слон был вернут на берег и передан в заботу ветеринаров, начался процесс его адаптации к жизни в дикой природе. Специалисты наблюдали за его поведением и состоянием здоровья, помогая ему восстановиться после стресса, пережитого в море. Слону была предоставлена возможность подрасти среди других слонов, находящихся в реабилитационном центре для диких животных. Здесь он обучался выживанию в природе, развивал навыки поиска пищи и общения с другими слонами. Ветеринары уделяли ему особое внимание, следя за его физическим и эмоциональным состоянием. Прошло несколько месяцев, и слон стал уже полностью адаптированным к жизни в дикой природе. Он проявлял исключительную силу и выносливость, приспосабливаясь к жизни на свободе. Каждый день он проводил в окружении своих собратьев, общаясь с ними и учась от них новым способам выживания. Спустя год после спасения слон стал лидером своей стаи. Он показывал пример другим слонам, демонстрируя уверенность, мудрость и защиту членов своей семьи. Его история стала символом силы духа и способности преодолевать трудности благодаря помощи и поддержке людей. Все участники миссии по спасению слона следили за его успехами с гордостью и радостью в сердцах. Они видели, как животное, находившееся на грани гибели, превратилось в сильного и свободного слона, способного преодолеть любые препятствия. Их усилия не прошли зря. История спасения слона стала важным уроком о том, что все жизни ценны и заслуживают защиты. Этот случай во многом изменил отношение людей к дикой природе и ее обитателям. Он напомнил всем, что каждый из нас может сделать что-то доброе и значимое для окружающего мира, если мы объединим усилия и будем действовать вместе. История спасения слона стала символом надежды и вдохновения для всех, кто верит в добро и заботу о природе. Так завершилась удивительная история спасения слона, которая укрепила веру в силу добра и сплотила людей вокруг общей цели — защиты жизни и природы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.